Всем привет, ребят! Сегодня у нас в гостях топ-1 мира на данный момент. И на самом деле не только сегодня он является топ-1 мира. В прошлый сезон мартовский также он закончил на первом месте в ладере. И, насколько я понимаю, февральский сезон тоже был в топе. Ну, то есть второе место занял, Топ-2. да? Мгм. Это Максим Крейзи, ну, лучший игрок на данный момент в Marvel Snap. Приветствую тебя, Максим. Привет. Слушай, Максим, короче говоря, а, ты уже знаешь, что Мгм. я задавал некоторые вопросы там своим подписчикам на Мгм. Ютубе, да, на Бусти. Вот, собственно, у меня есть некоторый э, пул вопросов, которые не позадавали. Соответственно, естественно, многие Мгм. хотят узнать, как вообще это все работает, как стать вот топом, как стать таким сильным игроком, как ты. Вот, поэтому я не знаю, будешь ли ты там делиться секретами, как, собственно, стать лучшим игроком. Но Да. какие-то штуки, может, ты расскажешь о себе. Ну, первый вопрос. Просто расскажи о себе, откуда ты, давно ли вообще в снап играешь, и вообще как менялось, может быть, твое отношение к игре, не было вот этих тильта какого-то, усталости от игры. Мгм. Ну, о себе, что я из Беларуси. Играю в Snap давно, с выхода, в принципе, его. Это релиз, наверное, да, был? Мгм. Бета еще, это когда вы играли, там, я даже не знал тогда о Ну, это он существовании игры. летом он вышел, как уж 2 года назад, получается, а релиз Да, уже ну вот. по осени, по-моему, был. Вот, вот. Я начал играть с релиза, с первого же сезона. Сначала, типа, казалось, ого, типа, там, соточка, это чё-то тяжело. Что-то так даже долго апался, типа там боялся. Нет, хотя первую, наверное, сотку я еще даже относительно быстро взял. Мгм. Потом это как-то, ну, блин, тяжело, каждый месяц это начинается, и такой, блин, эти кубики, как же соточку взять, страшно играть. А потом что-то Ну, ты пошло-поехало. помнишь этот период? Это сейчас, на самом деле, сотку, мне Да, кажется, брать гораздо проще. Это раньше было, да, да. не было вот этого Раньше скипа было ходов, сложнее. ну, вот 3 плюс ранга там, который дают. Мгм. И мне кажется, первый год сотку взять было гораздо сложнее, чем сейчас. Сейчас, мне кажется, Да. первый день взять сотку, это, ну, многим уже под силу. Кстати, раньше же 10 было этих кубов там в ранге, а теперь только 7, да? Да, 7, Еще 10. же типа, ты стартуешь, типа, с 93-го, когда с 80-го перескакиваешь, ну, типа, это вообще, Ну, это короче, сильно сотку очень. взять не так сложно. Сложнее потом Да. топ-1 занять, наверное, после сотки. Ну да. Слушай, Максим, вот сколько в месяц примерно ты, как, не знаю, ведешь учет, там, может, статистик, там, трекер им пользуешь? Сколько в месяц, ты знаешь, Мгм. отыгрываешь игр? Не, игры вообще не, потому что в основном я играю с телефона, Мгм. с компа я очень редко захожу, поэтому у меня нет ни трекера, ни хрена. И, в принципе, когда я начал еще впервые играть с компа, Мгм. то я заметил, что почему-то вот когда передо мной все карты выложены, типа, какие у меня остались, какие там противник уже сыграл, типа, и я там начинаю, блин, мозговой штурм, короче, что-то там себя больше перекручивать, типа, от каких-то невероятных ходов, и по статистике, по-моему, я на компе Мгм. больше проигрываю, чем выигрываю. Ну, у Слушай, меня. я наоборот считал, что трекер там, да, и вот учет Мгм. статистики, это вот как бы, ну, полезная вещь, что-то какой-то анализ. То есть тебе, в принципе, Да. это не нужно анализировать, насколько Я ты эффективно заметил, вкалываешь. да, я заметил, что с трекером мозги отключаются, и ты перестаешь просто думать, считать, и Мгм. все. Вот из-за этого очень я много проигрывал. Потому что, типа, ну, ты так что то там прикинул, там уже, типа, все нормально, блин, оказалось, что не оказалось, что казалось. Такие очевидные ошибки делаешь. А вот когда играю с телефона теперь, Мгм. и вот даже тот же самый блоб, да, типа, изначально казалось: "О, блин, а чё-то у меня в колоде-то осталось". И такой: "Ой-ой-ой". Теперь я уже могу вспомнить. Я такой: "Так, какие у меня карты были". Мгм. Чик-чик, я уже посчитал, сколько сил он примерно может быть. Вчера 26 рольнул. Блоба, ну, нормально. У меня сегодня ситуация была, что я рассчитывал на инфинаута, что блоб сожрет, а потом выяснилось, что кейбл вражеский как раз у меня его и украл, и он у меня был с силой А, 6. ну, Вот. Ну, отлично. бывают такие мем-моменты. Ну, слушай, Да-да. ну, в продолжение вот этой мысли по поводу вот твоей аналитики, не знаю, в процессе игры, да, вот Ну, играю я много. в Я целом, тебе могу сказать примерно цифру. Вот ну-ну, в прошлом сезоне мне прислало то, что, Second Dinner этот делает отчет. ага. И я сыграл камень какой-то больше 500 раз.
500 раз. Блин, ну а ты Да, что, да, ты это только на Таносе играл или у тебя другие там колоды? да-да-да. Я только ну, нет, я, конечно, на других колодах заходил, потом проигрывал, там расстраивался и брал обратно Таноса, и все. И вот какой-то из камней я сыграл даже 540, что ли, раз, наверное. Ну, это вот, это только, получается, игр на Таносе, Тут не почему считая вопрос, этих. понимаешь, такое насчет вот этого количества игр, потому что, не знаю, вот у меня внутреннее какое-то ощущение, что вот взятие топа, ну и вообще Мгм. удержание в топе, это достаточно такой большой гринд. То есть все равно у тебя Да. есть среднее количество АВГ там кубов, которые ты там набираешь за матч, да, и, естественно, чем Мгм. больше ты игры играешь, то, естественно, ты больше там кубов суммарно там набираешь. То есть Да. гринд, тем не менее, естественно, присутствует. Вот, и поэтому про это и вопрос. Мгм. Слушай, ну вот я не так давно, не знаю, может, ты тоже читал, Ламби там выкладывал Мгм. пост по поводу, ну, как бы теории снапа, ретрита и так далее. Вот он описывал, что Мгм. важно, как именно терять кубы, там лучше, ну, то есть, грубо говоря, осторожная игра, вот он как бы такой Мгм. посыл, да, осторожная игра, это вот секрет успеха, да, брать там, где ты должен забирать, да, и не терять, собственно. То есть, грубо говоря, если ты не забрал кубы там, где ты мог, даже Мгм. хотя ты победил в раунде, ну, в партии, да, Мгм. то ты по факту проиграл. Если ты мог взять в этой партии больше, там, снапнув, например, да, то есть у него такой Мгм. посыл. Вот у тебя, может быть, есть какие-то вот, ну, свои ощущения по снапу, когда лучше отступать, насколько ты вот осторожно играешь или вот до талого пытаешься Мгм. рисковать, то есть вот в 50 на Ну, 50 ситуации, вот как ты вообще себя ведешь? ну, да и это очередная карточная игра, которая, в принципе, она рандомная. Очень много рандома. Это, ну, теперь хотя бы немножко политика как-то улучшилась. Вот эти карты последние, которые они выпускают, они хотя Мгм. бы не рандомные. Это уже меня очень сильно радует. Но в целом, да, наверное, у меня по-разному типа было. Раньше я как-то более сейвово играл, больше боялся. Теперь, даже по наблюдению пацанов, когда там в Мгм. "Дискорде" смотрят, типа, что я играю агрессивно. Я рано снапаю, я всегда до 6-го хода. Мгм. Это однозначно. Я вижу хороший расклад, на третий, второй ход я сразу снапаю. Пятый ход я делаю снап, если я уверен, что я там, ну, накажу оппонента. На шестой снапать — это тупо, это очень тупо. Обычно, если ты снапаешь на шестой, это всегда оппонент сдается. Мгм. Типа у тебя там goldfish. Ну, в редких случаях, там, прям в каких-то там, это на шестой можно снапнуть. Вообще, надо играть агрессивно, по моему мнению. Мгм. Больше снапать, меньше бояться. Ну, только в исключительных случаях, наверное. Когда я вижу прям, что я проиграл, я сдаюсь, Мгм. отступаю. В остальных случаях я всегда топлю до Тау. Вот даже вчера, я говорю, я выиграл игру на 8 кубов. Мгм. Я просто так прикинул, хрен к носу, там чел крутанул через Шури Ред Халка, у него там было больше 30 статов в линии, и он, ну, всегда ставил потом этого таскмастера. Мгм. И мне нечем было ему ответить. Но я выигрывал только в одном случае, если Блоб мне даст вот в центре, там, где стоял этот Ред Халк, если он мне дает 20, по моим подсчетам было 21. Это я так мог сделать, потому что у Мгм. меня был магнето в колоде. Я подсчитал, что типа примерно он сейчас нажрется и сойдет в конце магнета, и все будет чики-пуки. Но оказалось, мне там надо было, наверное, даже 23. Но в Мгм. итоге блок мне сделал 26, и я выиграл 8 кубов. Ну вот, Поэтому, вот это очень такой тонкий момент, когда у тебя на да, кону 8 кубов, и ты понимаешь, что вот сыграй вот, ну ты примерно да, прикидываешь там, как оппонент сыграет, да, да, но бывает, он может в эту локацию сыграть, может в эту локацию сыграет, и от этого как бы да, исход зависит. То есть вот да. твой Ну, там, выход это все-таки идти до да. конца в этом случае. Да, да. В той ситуации там было все стопроцентно, только была надежда на Блоба, чтобы он был больше вот Мгм. 20, там я считал 21, но 23, то есть и все, я выигрывал всегда. Ну, я такой думаю, на верочку. Да, меня должны, у меня немножечко открутка была, Мгм. меня спустило чуть по ПТСам, я такой, ну, игра сейчас подкрутит обязательно. Ну, и она и подкрутила. Еще был у меня недавно вот случай, кстати, про это. Вот тоже я 2 дня назад, наверное, что ли. Там, кстати, украинский какой-то игрок из Мгм. МСУ клан, и он, снапнул на шестой ход, кстати. Вот про что я говорю, это большая ошибка, типа. Он играл на Хэлла Мгм. колоде,
И он там наскидывал, короче, он Корвус, а потом еще Одина на 5-й ход в Корвус. И он там, у него оставалась одна карта, и одну он добрал. И он берет, я до этого уже снапал на 2 куба, а он берет еще, снапает типа на 8. Ну, то есть, И я типа, на такой, топ-деке Хела. типа Хэллу достал, да. Я Мгм. такой, да ну нафиг. Я смотрю, у него в колоде еще 3 карты. Думаю, что ты мне заливаешь, блин, какая Хэлла? Ну не может же быть. И давай, до того. А он ставит мне магнита, короче. И отдает 8 кубов просто. Слушай, ну, то есть, ну, в его случае это что? Это блеф, что ли, или что это Это, было за... это, это жесткий блеф, но я в это не поверил. Это же, типа, снапать на 6-й, это глупо. Если в такой ситуации, если бы... Просто я рассуждал, как бы я делал. Если бы я достал Хэллу, Мгм, я бы никогда не снапал. Я бы просто дожал чувака на 4 куба. мгм. Это всегда так делается. На 6-й ход никто не снапает. Если ты снапаешь, это значит, что, типа, ну, типа, у тебя там goldfish. Ну Ну, да, в ну его то есть у случае тебя это явно было, есть типа... чем-то законтрить там твое. А, Ну, в случае с Хел колой, да, непонятно, потому что как бы все понимают, что на 6-й ход чувак играет. ну, он просто взял и, типа, типа, я достал Хэллоу, он мне, типа, прям кричит в рупор. Ну, не может же быть такого, чтобы Слушай, ты, Максим, ну блин, взял, а достал вообще Хэллоу. вот как раз по теме блефа, ну, вот мое ощущение, то есть изначально Marvel Snap как-то казалось, что там можно блефовать и все Можно, прочее, но мне почему-то может. кажется, что как будто бы особо и нет. Вот на твоих рангах Ну, уже да. есть такое? Блефуют когда-нибудь? Не. Меня наказали один раз, не даже, может, не раз, когда-то давно еще наказали меня за блеф. Мгм. И я после этого никогда не блефую, потому что если не могу, значит сдался. Мгм. Потому что блефовать бессмысленно, как правило. Заумные плеи, они даже иногда... Просто чувак может даже не понять, что ты И там вот, снапнул. я один в один как Да, раз мыслю об этом, потому что иногда настолько да. дикие какие-то решения принимают игроки, что ты Да, понимаешь, да, да. к чему я тут заморачиваюсь с этим блефом? Ну, чувак просто даже не Да, да, думал о том, что вот что я предполагаю, что он подумает, что я вот сейчас что-то да. сыграю. Ну, Ты можешь окей, просто сам себя переиграть и сам себя наказать. Это зачастую так и работает. согласен. Играй всегда от того, что ты реально можешь. А если не можешь, значит, не Слушай, пытайся. Максим, вот следующий вопрос по поводу вот твоего продвижения там к топу, да. Мгм. То есть вот последние месяцы понятно, да, ты все время там среди лидеров, очень высокие места занимаешь. Когда вот уже вот это стал приближаться ты уже к топу, когда там, не знаю, в топ-100 входил или там, может быть, это Все рано сезоны. происходило? То есть Все последние 3 сезоны. сезона, да? Все сезоны ты в топ-100 заходил. Да. Когда вот эту систему ввели уже, когда Как места только появились? ввели, я закончил где-то топ-6, наверное. Я ниже топ-20 точно не был, даже топ-15, наверное. Мгм. Я в сезон, когда там еще Ламби занял первое место, я был в топ-1. Я его обогнал, он там стартанул с 10 тысяч, я Мгм. стартанул из-за сломанной системы. Он стартанул в 10 200. Никто на тот момент это даже не фиксил. М. Я стартовал с 8 600, что ли, или 8 800. Я взял 10 тысяч, потом взял 10 500, я его обогнал, потом просто продолжил играть и все слил. Я где-то ушел до 10 100, и в итоге я тогда закончил топ-6, наверное, да. Это было обидно. После А, того я понял, типа, систему, что если ты обогнал, не играй. Типа, жди. Слушай, Все. а ты помнишь вообще в то время, на каких колодах ты играл, вот именно в те времена, вот до Танос? Галактус, кстати. Я играл Галактус? на Галактусе, И да, в да. Галактусе можно прям в топе было играть вполне. Да, у меня был Галактус с Джеффом, тогда, кстати, еще Джеффа никто Это так без особо не играл. Немродов какой-то Галактус или что? Да-да, без. Там у меня был, я даже так и не скажу, там, может быть, тогда еще, наверное, лета даже не было в игре. Да, тогда еще не было лета в игре. Ну ладно, Там у меня Галактус там был, много раз ну, менялся, поэтому сейчас даже и не припомнишь, наверное, какой он там был, мгм, потому что он менялся. Слушай, вот сейчас, понятное дело, ты уже хорошо разбираешься, да, вот всю мгм, механику эту, все, которые есть в игре, как набирать, вот ты как бы более такой агрессивный игрок, да, по тому, мгм, как ты рассказывал. Вот, естественно, смотреть видео будут и не только те, которые уже такие матерые игроки тоже, да, и мгм. новички. И вот что, вот на какие ошибки такие типичные, может быть, ты указал новичкам? Ну или вот, грубо говоря, если ты на себя вот так вернулся в прошлое, когда ты только начинал играть, что бы сказал, вот так не стоит поступать. То есть вот это глупые плей, да, вот
Ну, может, топ какой-то М, нескольких ошибок, да, как не стоит действовать в Marvel Snap. Если честно, сложно так сказать. Я, кстати, вот скажу про то, что я на самом деле это не всегда агрессивно играю. Иногда бывает, что я прям даже не понимаю, почему оппонент снапнул на второй ход. Я такой, ну ладно, я типа играю до последнего. И в итоге на 4 куба просто выигрываю, ну и все, и на этом все заканчивается. Ну, я просто не снапаю, потому что Мгм. я не уверен. То есть, когда я не уверен, я не снап. Вот. Мгм. Ну, а про ошибки, да я даже не знаю. Я, честно, даже не могу ничего такого придумать. Я единственное, что вот не знал, когда, я даже не знаю, насколько это ошибка, я просто не знал механики игры на самом начале. Я не знал, что рамка вокруг этого аватара, типа, показывает, у кого приоритет, короче. И я помню, все время кидал жирные карты, потом получал шанг-чи и не понимал, почему я проиграл, типа. И я не мог понять, почему я, типа, открываюсь первым, а он вторым, типа, вот в таком плане. Эту механику я вообще Ну, не знал ребят, вот изначально. вы поняли, да, даже у топовых игроков бывают такие проблемы. Так что не все потеряно, на самом деле, если с Потом рамкой еще не потом ребята разобрались. в чате, да, потом ребята на форуме в чате подсказали, типа, я говорю: "Блин, ну как, типа, от Шанчи играть?" Они такие: "Ну там еще рамка, типа, приоритета". Да, я такой: "Ого, я уже играл, наверное, 2 месяца на тот момент, если не больше". Но Слушай, все вот, равно я тогда и а, сотку брал. слушай, Максим, вот ты уже говорил, там какие-то есть игроки, с которыми ты уже, ну, в топе. То есть примерно плюс-минус там одни и те же люди встречаются нам наверху, да, они там Мгм. меняются местами, но в целом одни и те же лица мы видим, да. Мгм. Вот какая-то гонка присутствует, вот вы когда там притормозить, не знаю, не играть, может быть, игры, да, какая-то, не знаю, Мгм. может, коммуникация, чат у вас там есть, где вы там общаетесь между собой, или это вот просто секреты, и вы никак не взаимодействуете между собой? Да нет, как-то особо я не взаимодействую ни с кем. Они там есть эти итальяшки, там Мгм. Dotgeo, Гугли, они и Pogibonsi, вот. Вот они там играют как-то все время слаженно Что, относительно. кстати, Там скажешь по поводу вот колоды вот этой по Гибонси его там с Фениксом? Попадался ты м, против него или нет? да, против него я с ним постоянно играю. Особенно в последний день, вот когда он в итоге стал топ-2, я топ-1. Мгм. Мы с ними сыграли, наверное, игр 6, наверное, за день. Вот это причем в последний день сезона. Я ему проиграл, наверно, только одну А. из всех игр. Он причем там потом на Таноса пересел просто, и все. Он, по-моему, весь, кстати, тот день играл на Таносе, да. Но у него была другая колода. У меня еще был с Ага. профессором, с Алиотом, то есть Слушай, я ну, просто, да, смотрел фениксов. раз уж мы про Да. колоды сейчас говорим, да, Мгм. естественно, я думаю, многим будет интересно вот по поводу твоей вот этой вот очень такой экспериментальной, но по факту очень сильной колоде Hello Таноси, да, которую ты играешь. Мгм. Вот в чем ее, ну, не знаю, основная фишка, как ты к ней пришел? Все-таки это, ну, не банальная Мгм. какая-то колода, которую вот просто любой соберет, Да. да? Может быть, насколько вообще силен Танос вот после вот этой череды нерфов? Танос, как оказалось, силен. Я просто еще э, Корвус Хэлла была, блин, сезона 2 назад, наверное. Угу, Еще был турнир как раз, вот пацаны тогда экспериментировали с этой Корвус Хэллой и это Таносом. Ну, мне тогда казалось она вообще слабой, типа, на тот момент еще Локджо был, по-моему. Да, еще Локджо тогда, по-моему, можно было играть дешевенького за 3. угу, Вот тогда, типа, я не видел вообще Корвуса, это мне было неинтересно. Я играл с Локджо, с профессором и с Алиотом, и все говорили, ну ты фрик, типа, опс, из Локджо будешь доставать и профессора и Алиота, типа, сколько раз. угу. Ничего, нормально. В итоге все потом сели на такую колоду. После турнира, когда увидели ее все, ну, что я на ней играю. Но Ну, потом, говорю, понерфили Локджо, и все, и смерть пришла. Ну, вообще, вот там, по сути, у тебя в колоде только одна карта на сброс. Ну, правильно? Корвус. Больше ничего нет. Да-да, И и просто Хела под Корвус. этого. То есть это Ну, расчет на то, вообще, что он какие-то супермощные карты сбросит, и ты поднимешь их Хела, или что? вообще, если говорить сейчас только в этом текущей колоде, то Корвус, это просто рамп. Угу. Для того, чтобы разогнаться. Для того, чтобы уже с 5-го хода, там, даже с 4-го можно ставить вижены. На 5-й ход можно уже шестерку ставить. На 6-й ход ты опять шестерку ставишь. Либо, ну, в идеальных самых случаях ты сбрасываешь. Вот почему мне очень нравится, почему я в итоге пришел опять к Корвусу, потому что Танос стартует в руке. Угу. Вот.
То есть у тебя уже жирная тушка есть под сброс. Вот в чем вся суть. В принципе, я бы так к этому, наверное, не пришел. Я изначально экспериментировал перед тем, как этот... Я все-таки хотел пытаться оживить Локджо. Я пробовал его в прошлом сезоне, наверное, еще с Забу класть, но все медленно, ужасно. То Ну, то есть есть, Локджо в текущей вот мете да, не канает. не-не. Я Локджо вижу только в колоде какой-то с ноликами. Больше ни в какой. И то слишком все рандомно. Я пытался с Торами играть, когда еще тоже, наверное, в прошлом месяце. Что в этом месяце я кроме Таноса, в принципе, ничего не играл. Локи и Таноса вообще ничего не пробовал. Слушай, ну а вот эти нерфы, все-таки, ну, много чего изменилось. Ты камень стал дороже вот за Мгм. 2, да, и вот теперь, что он удешевляет там на один ход всего лишь там, да, вот зеленый камень. Да. Ну вот это по факту реально сильно сказывается. Вот это ощущаешь, что вот тебе что-то не хватает там, не знаю. А я уже как-то адаптировался, если честно. Да, изначально казалось, типа, все, ГГ, ВП, смерть, Танос помер. Еще только когда желтый поменяли, такой, все, смерть. Потом поменяли зеленый и поменяли Таноса, смерть. И Мгм. тут на тебе, блин, и Корвус Хэлла, как оказывается, тащит. А вот я не Да, знаю, спрашивать тебя такое или нет. Что надо изменить в Таносе, что он точно станет слабее? Потому что если ты ответишь, поменять они его изменят. полностью. Поменять полностью его. Они это и планируют же. Ну, вроде как. Ну, Ну, я думаю, поменять что ты это... что имеешь в виду? Полностью заменить механику из его камней? Да, да вообще полностью заменить механику Таноса. М. Ну, типа, возможно, ну, то есть Танос колоды все строятся не вокруг Таноса. Мгм. Ведь все, по сути, вся суть в дрове и в камнях. Вот. Сейчас, ну да, сейчас, в принципе, то же самое, да, особо не поменялось. Тот же зеленый камень я играю, потому что, чтобы дровать. Редкий случай, когда я его придерживаю, чтобы потом Таноса удешевить, он стал за 5 и сыграть его на 5. Но это очень редко. Мгм. Но по сути камнями ты всегда дроваешь, типа. Это так и работает. То есть Танос, как Танос, он сейчас, на теперешний момент, да, после этих всех изменений, я чаще стал ставить Таноса именно 20. Вот прям очень часто я это делаю. Вот Ну, то есть, может быть, даже нерфы неплохие. из Танос последних, начал вот силу смотри, свою показывать. у тебя вот из последних карт, насколько я понимаю, вот две карты, да, они используются. Мгм. Это вот и Red Hulk, и Mockingbird. Мгм. Что... Мокингберд — это имба. Это просто имба. Для Таноса это... Я изначально, типа, когда ее только представили, я думал, что она не будет работать с камнями. Но когда пацаны сказали, да не, она будет работать с камнями, это писали, я такой, ё-моё, это же Мгм. все. Это Танос карта. Типа, я ее в других колодах, честно говоря, не вижу. Ну, вот там блоки там пихают. Ну, мне кажется, Ну, просто она удешевляется очень редко в остальных колодах. мне, в принципе, очень казалось странным, потому что идея была Мгм. занерфить Таноса, и они как-то к Да, этому шли, потом бац, и входят карты, которые как будто специально под Танос да, колоды да. выпущены. Да, это мне Так и тоже показалось сделалось. достаточно И Red странно. Hulk. Red А, Hulk изначально я говорил, что он какой-то... Ну, он мне казался не очень, типа, сильным. Ну, типа, простой какой-то, обыденный. Он мгм. такой, ну, Red Hulk и Red Hulk. Типа, ну, 11, ну, типа, 15 стал там. А просто потом я уже когда начал играть, ну, все играли его, типа, но от него легко отыграть. Типа, я все равно считаю, что он и хорошо играет только в умелых руках. А то, что там у тебя тушка там хоть 50 статов, и ты потом ее там ставишь одну на стол, но ты проиграл две остальные линии, типа, это тебя все равно никогда не спасает. В таком плане. Но, А тем не вот, менее, оно у тебя в колоде есть. И вообще, да, вот Блоб, по-моему... он у тебя и Блоб тоже есть в колоде, да. поэтому, в принципе, и то, и то. Не знаю, по-моему, вот по силе, ну, наверное, сложно их сравнивать между собой. Он очень сильный, кстати. Ну, но вот Red Hulk очень сильный. Я, кстати, его специально купил-то и для колоды. Я его Мгм. купил за 6000. Я когда делал колоду, экспериментировал, то все, я сначала Локджо положил, там у меня и Корвус, и Локджо был, и я и Блейда туда ложил, я пытался что-то сделать с дискардом. Мгм. Я еще пацанам, типа, в этот в чате, типа, нашим написал, блин, я не могу, короче, сейчас буду Таноса возрождать, они такие, ну все, пошел кукинг. И я в итоге экспериментировал, я сделал вот это, и потом мне не хватало одной хорошей тушки.
Но Мгм. Скара я не хотел ложить, потому что он боится Мобиуса. Кул мне вообще не нравится, кстати, уже разонравился вообще полностью. Изначально я считал его крутым, но он очень неуклюжий. Я его убрал еще из Таноса в прошлом месяце, потому что Мгм. он, во-первых, 4 вроде, 4-10, но ты его можешь подставить только под единичку. А еще он боится Шанчи. Типа ранние 10 статов с карты на столе, она, блин, типа, ну, ты всегда получаешь Шанчи туда. Ну, то есть, Ну, короче, стал какой-то неуклюжий для меня вообще. Я его убрал полностью. ну Уже да, как бы элемент неожиданности полностью утерян, и получается, ты всегда должен отыгрываться от того, что чувак может последним ходом Шанчи, ну, убить, Да, например, его, да. да. Я тоже не очень люблю Obsidian здесь играть. Ну, хотя Мгм. вначале показал, что это прям топ под камни Да, Таноса, да. прям супер Изначально топ. он так и играл. И он у меня играл тоже. Но это еще Локджо версия тогда была жива, когда он Мгм. появился. Ну и в принципе, мне сейчас больше нравится, например, поставить шестерку и ожидать туда уже Шанчи. Потому что там, ну, 20 статов, это очевидно, что чел будет туда, если что, кидать Шанчи. Типа, ну, типа 10 статов, и ты вот не знаешь, будет туда лететь Шанчи, не будет лететь. Типа, а вот шестерку поставил, и уже типа такой там Ну, и на самом деле, 30 Red на вот эта 19. пересмешница, она прям, мне кажется, хорошо его заменила, потому что 9 силы, Да, и как бы никаких проблем с Шанчи нет. да. Окей, слушай, Максим, есть, конечно, вопросы как раз-таки от ребят, которые писали в чате, да? Вот Мгм. вот давайте первый вопрос именно из зрительного зала. Это, на твой взгляд, какая колода является, ну или являлась, или сейчас она таковой является, самой сильной? Вот, может, что-то запомнилось, что было прям супер имбалансным и самым таким вот... Супер, блин, я вот сейчас вспомнил. Я даже не знаю, не мог бы придумать никогда. Но самая сильная колода, наверное, за все время существования Marvel Snap это была Death Wave. То есть это Мгм, не с лидером. Танос. Не Танос, это как что-то другое, да? Да, в те времена Танос вообще не играл. Это Death Wave с лидером. Это было просто, Это еще когда вау. Аэро там играла, Да, по-моему. да, да, Аэро, Wave, ну, ужасно. Это была такая грязь. Этот лидер постоянно, который копировал весь стол. Божечки, это вообще невозможно было Ну да, играть. я помню Байрош, или как-то он так назывался, эта колода. Там можно было одним лидером выиграть всю игру. Ну, это была эпоха. Лидер как раз был суперсильный. Аэр тащил все карты, и Да. практически никак нельзя это было контрить. Ну, помню. Я, наверное, Это за соглашусь с тобой, это всё очень время. сильная колода была вот в те Мгм. времена. Сейчас от нее ничего не осталось. Поменяли Мгм. все три ключевые карты, поэтому она, конечно, не Да, работает. Слушай, померла вместе с Лётом. Ну, Алиот, да, помянем, так сказать, бедного. Пытались его нерфить, в итоге превратили, я не знаю, какая Да, шестерка лучше, хуже, вернее, чем Алиот сейчас, даже сложно предположить. Слушай, я знаю, что какая? ну, извиняюсь. Я думаю, что ему нужно убрать как минимум приписку Unrevealed, вот типа. Тогда еще, может быть, будет какой-то смысл, типа, чтобы он ангоинг какой-нибудь задул после открытия. А так он, получается, ты все равно должен инициативу ловить и ставить 6-8 карту, ну, такой, короче. Ну, да, согласен. Алиот пока ждет. Я уверен, на самом деле, что его сейчас меньше будут играть, и его как-то либо реворкнут, либо бафнут. Но не может он оставаться вот в таком виде, какой сейчас он есть. Да. Слушай, понятно, я уже сказал по поводу Гринда, Гринд, там, Танос, все Мгм. дела, но ты сам уже говорил, что иногда там какие-то другие колоды берешь, от которых потом Мгм. расстраиваешься и опять возвращаешься на Танос. Что это за колоды, которые ты вот, не знаю, за последний месяц там для фана использовал, на чем ты еще катал? Фан-колода, но я чисто в конквесте, наверное, я там, блин. Вот, кстати, еще когда никто не играл этого, боже, как это десятка под сброс, которая дает сейчас карты, заполняет всю руку твою. Хеликерриер, Хеликарьер. вот. Да, да, да. Вот я, короче, собрал был Локи с Хеликерриером, с этим Сифом, там весело было, конечно. Я, кстати, в конквесте там много побеждал даже. Ну, ты в Conquest И, вообще играешь? Или вот прям ранкед ну, плеер и все? вот щас прям забил вообще. Я чисто в конквест захожу, наверное, просто потому что меня уже вынуждает конец месяца, и я такой, блин, надо же забрать это Рубашку. в Ой, магазине, карту, да. да, в магазине надо все забрать, там голдишка, бустеры, там эти, ой, бустеры, кредиты там.
И Слушай, все, а у я меня вот тогда такая как раз зацепил за мысль конец. родилась по поводу конквеста, да, и вот этой турнирной составляющей. Все-таки мы даже с тобой тоже, когда переписывались по Мгм. видео, да, я говорил, ну, как бы, вроде как разные режимы, получается. В конквесте ты все равно колоду оппонента уже знаешь там в процессе игры, Ну да, да. и вроде как ты неожиданности уже никакой нет. Вот ты сам веришь вот в, не знаю, киберспортивное будущее или какое-то оно по-другому может М. измениться? Вот что думаешь вот по поводу киберспорта в снапе? Да, мне как-то вообще, если честно, киберспорт в рандомных играх не очень нравится. Ну, тем не Это, менее, знаешь, Хардстоун до сих это, пор как бы смотрят да, и вот, играют. вот я смотрю просто по памяти, как Hearthstone турниры, когда там помню, ну, так прям я в полных подробностях не помню, но я помню, был случай там какой-то на турнире, какой-то там мировой этот уровень, даже, по-моему, от Blizzard, там этот самый крупный какой-то был, и там чувак вот как-то зарандомил там что-то в конце, как-то карту, Да, блин, да, куда-то да, что-то да. прилетело, убило там, и все. Там Рагнарос кинул куда надо, там Там 30% это или был 20, и Павел все. играл, там такой игрок российский Павел, Вот, да-да. и он с книги вытащил полиморфа, который М, превращает в овцу как раз-таки, да. И это мгм. был там, ну, то есть одна карта единственная, которая спасала его, и он именно ее получает и выигрывает там игру. Да. Это было, конечно, ну, рандом там, конечно, руль. Ну, кстати, по Ну, рандому, вот в снапе, насколько его реально много, вот рандома? Или все-таки это не супер такая рандомная игра, если вот сравнивать с другими, где как бы м, есть? наверно, самая нерандомная игра — это будет этот Гвинт. Ты играл в Из тех, Гвинт? которых я играл, да, я помню, любил Гвинт. Это Я да. не был фаном вот именно этого, эм, боже, Ведьмака? Ведьмака, да-да. Я даже не знал, что, оказывается, в Ведьмаке самом была эта игра, она так и Мгм. называлась Гвинт, это карточная, что там некоторые люди даже часами проводили, как мне рассказывали. Мгм. И вот изначально концепция её, которая была, вот эта карта, вот это вот всё, как она была в игре, в самом Ведьмаке, вот так мне нравилось. Вот Мгм. тогда я получал удовольствие, я кайфовал. А потом они полностью всю игру переделали, и я такой: "Да чё вы, ребята, ну это фуфло какое-то". И Ну, всё, и ну она, в принципе, умерла потом, да. да, на самом деле про Гвинт можно много говорить, потому что я тоже любил, но там и Мгм. маркетинг своеобразный был по Да. игре и все такое. Ну, слушай, Ну, там ладно. халява, да. Там халява, Но они конечно. Там можно поломали было всё купить. экономику, на самом деле, и не нужно было вообще тратить деньги на Гвинт. Можно было все карты сделать там золотыми и все такое. Да. Слушай, Ну, я, а, кстати, я, кстати, отошел от твоего вопроса, про рандом в этот. что, есть рандом, Ну, в насколько принципе, силен? ну, вот с локациями этими. Ну, в принципе, можно это относительно как-то контролировать. Но вот некоторые локации прям хренак тебе выкидывают как-то ерунду, и ты Мгм. такой: "О, ну все, я проиграл", типа. Что для колоды, например, противника эта локация сильнее. Ну, в целом, ну, по-моему, сейчас лучше. Вот я еще несколько месяцев назад мог сказать, что это рандомная параша, и я Мгм. говорил так. И я хотел ливнуть из игры, но просто меня удерживало то, что я, типа, фри-то-плей игрок, типа, столько сил вложил, типа, там, ты, блин, каждый день заходишь, выполняешь эти миссии, чтобы ни одной не пропустить, чтобы там вроде и карточки эти открываешь, и так вроде все типа классненько, и потом типа такой взять и ливнуть из игры, ну типа как-то жалко, столько времени потратил. Слушай, ты говоришь Вот. free-to-play игрок. То есть ты вообще или Battle Pass покупаешь? БП. Как у тя- Ну, БП. Я считаю, что в Marvel Snap фри-то-плей игрок это просто который покупает Battle Pass. Ну, Ага. типа, не покупать Battle Pass это как-то тупо, если честно. Это, наверное, самое лучшее вложение, типа, в Marvel Snap. Это Мгм. $10 в месяц, типа, надо вот Ну, отжать так и у тебя сейчас дайте какой карточку. уровень уже коллекции? Плюс-минус, не 14 помню. тысяч. 14 тысяч? Ну, уже Мгм. такой достаточно большой, в принципе. И Да. у тебя все карты сейчас есть или какие-то все Не, равно нет? full коллекции у меня нет, да. У Но меня, по-моему, мне карт нету пять-шесть только где-то вот так. фуфловых. Ага. Да, у меня то же самое. У меня нету только фуфловых, типа Грандмастера, У меня как раз типа. есть. Не, я его пропустил, я сразу говорил, это фуфло какое-то. Ну, типа, иногда он выдает какие-то крутые штуки, типа, но все равно 2:0 мне вообще не нравится. Типа, перекидываешь, что-то там отыгрываешь. Короче, какая-то ерунда, если честно. Не та карта, которую я бы хотел. У меня, кстати, Феникса нет. Я Ну, его пропустил. Феникса, Я слушай, пропустил тот такое. сезон вообще, я его не открывал. Силк, по-моему, тоже, кстати, была.
в этом же, в Battle Pass, да, Мгм. 2.5, которая, я ее тоже пропускал, кстати, тот сезон, тоже считал ее фуфлом. И я еще пропускал сезон, не покупал тоже Battle Pass, кстати, когда это паучиха это была, которая перетягивает карту из локации в локацию, как там, Ghost 1-2 Spider. это. Да-да, ее я тоже пропустил. И Слушай, вот, ну, сейчас это у меня уже появилось, кроме Феникса, все, в мгм. принципе. Но тогда я, типа, пропускал. Вот, кстати, 3 месяца, наверное, я Battle Pass не покупал, да. Я считал, что это карты фуфло, и они мне не нужны. Слушай, Максим, ну вот как раз продолжая тему про карты, тут был такой вопрос у нас, вот какой-то топ-5, не знаю, ну может меньше, как получится, любимых карт, и там топ-3, которые тебя прям бесит, раздражают. Не то, что они плохие, а вот Мгм. какие-то прям бесящие карты, ты вот не любишь их, когда они против тебя играют, там что такое. Блин, сразу бесячую карту скажу. Ну, ее уже убили. Это Алиот. Я А, просто ненавидел Алиота люто. Я им играл, но я его ненавидел. Потому что я считал всегда, очень долго, кстати, я считал, что его надо было удалить вообще из игры, но вот они таки сделали. мгм. Это карта, которая ломала мне столько игр, это просто трындец. Ты банально, ты уже видишь, что ты выиграл, но ты всегда отыгрываешь от двух ситуаций. Есть у него лед или нет. Если есть лед, ты проиграл. Если нет лета, ты всегда выиграл. И вот это 50 на 50, это роляние с этим Элиотом, это был жуть. Вот сейчас, кстати, стало лучше. И Мгм. Элиот, в принципе, уже как-то, он был одно время не играл. Вот Ну, на сейчас самом почему-то деле, когда как-то они его сейчас неправильно. занерфили, я не очень понимаю, потому что реально он как-то вылетел уже так из топа Мгм. игр. Да-да-да. Ну, Он решили. пропал немножко. Ну, А, убили и убили, слава тебе, Давай Господи. еще какую-нибудь бесячую. Что еще раздражает? Бесячая. Не люблю карты, которые вот гоблины эти всякие. А, Ой, эти, да-да. которые залетают к тебе Да, в да, я личку. тоже вот эту механику очень не Ну, люблю. это Хотя одно чувствуется. время я играл только на ней. Типа, Мгм. как это называется? Как этот архетип называется? Вообще забыл уже. Это Клок, какой? вот. Которые Как? засирают вражеский стол. Клок. Ну я понял, да. Да, вот я одно время играл, помню, мне даже очень нравилось, типа ты контролируешь ситуацию, но потом что-то потом проигрывал, потом эту Вайпер еще поменяли. Но это в тебе еще И- Танос все-таки плеер говорит, потому что они тоже не любят, когда у них локации забивают чем-то. У них есть Да, чем да. своим заполнить их. Вот не нравится мне этот Анхилус, кстати. Вот я его тоже бы из игры удалил, если честно. Ну, Сначала мне очень нравился, потому что в то время я играл Клогом, вот, кстати, мгм. до того, как Анхилус вышел. Но когда Анхилус вышел, мне уже Клок стал не очень интересен. Вот мне не нравится вот эта комбинация Сентри, Анхилус, ну прям, ну короче, бесячая эта ситуация какая-то. Типа тебе надо там всю локацию забить, чтобы там как-то перекрыться от этой 10, минус 10 тушки. Типа, ну, Ну, там, конечно, ты можешь обыграть, заткнув каким-то образом да, четвертый да, слот, да, но если у тебя нет Джеффа, то, получается, ты уже гарантированно да, ничего не ставишь в это поле, ну, такое себе. да. Он Ну, его Танусу немножко в убивает. этом плане проще, потому что там есть Вижен, есть Джефф, и Мгм. есть камень, который перемещает карты из локации. Вот это типа спасает хоть как-то. Ну, типа, Мгм. вот на Хиллуса тоже не люблю. Что там, я не знаю даже. Еще какая-нибудь карта, которую я прям не люблю. Ах, даже, наверное, не Ну, скажу. В все равно, принципе, все карты, ты все больше по-своему. 3 уже, мне кажется, назвал карт, которые ты ненавидишь. Слушай, а тогда, ну, топ-3 пускай будет любимых карт. Ну, то, что я больше всего люблю в игре, это Галактус. Это прям Мгм. самая лучшая анимация, самая клевая. Каждый раз играешь, каждый раз получаешь удовольствие. Это просто восхищение. Мгм. Почему другие карты нет? Почему у Таноса такая, откровенно говоря, бомжи анимация просто? Это когда камни, что ли, ты Иди. имеешь, что-то рассыпаются там Да, различные. и еще только для тебя одного, типа, и противник этого даже не видит. Ну, это вообще трындец какой-то, типа, Галактус, это батя, там, залетает своей рукой, там, На колени. что он там даже говорит, я не знаю, я всегда слышу you before Galactus. Ну, насколько я понимаю, он говорит там на колени перед Галактусом, что Kneels before Galactus, такое. Вот может, кстати, быть, да, ну вот. Я никогда там не мог разобрать вначале то, что он говорит. Ну, Галактус это моя самая Окей, любимая карта. Галактус, согласен. И мне тоже нравится Галактус. Играю редко, но карта офигенная. Еще Да. какие? Танос, наверное, логично.
Пусть будет Танос, да. Ну, как-то странно будет, если ты сколько сезонов подряд в топе на Ну, Таносе, и чтобы он не был твоим любимым. Давай третий знаешь, тогда. Да. почему? Я просто объясню, почему я сижу сейчас на Таносе. В принципе, даже если бы он не был таким вот, ну, то есть все говорят, ну вот он такой сильный, имба. Но я на Таносе играю только потому, что у тебя есть вариативность. У тебя есть камень, который, ну, раньше давал ману, да, это Мгм. было круто. У тебя есть камень, который ты ставишь, это 5 статов по факту. Если у чувака в локации 4 карты, и ты один, и минус 4 делаешь. Это супер камень. Ты добираешь еще 2 камня из колоды. Это тоже шикарно. Ну, либо единички, как это он же по механике идет, да. Ты можешь поменять всегда локацию тебе неугодную. Ты можешь переместить карты из локации, которые ты хочешь, типа. Блин, ну у тебя, то есть, такая всегда вариативность. Типа тебе не надо ложить вот даже, например, Scarlet Witch отдельно, да, а у тебя уже есть красный камень. Ну, это Мгм. супер же, да? Ну, вот, то есть из-за того, что за счет Таноса ты одновременно кладешь уже много разных карт. То Мгм. есть, ну, это круто. То есть у тебя есть всегда что делать. Вот, мне нравится локация, поменял. За много статов передвинул. Ну, вот это вот шикарно. Вот поэтому я и люблю Танос. Потому что когда ты берешь любую другую колоду, в которой 12 карт, и зачастую ну да, ты там выигрываешь, потом опс, и проигрываешь, потому что в 3 картах в колоде у тебя остаются там ключевые карты твои. Ну, с Таносом как-то зачастую не так. То есть Мгм. ты крутишь, и у тебя все равно больше возможностей вот для плеев каких-то разнообразных. То есть вот почему я очень сильно люблю Таноса, да. То, что это вариативность Окей. большая. Ну и еще одну. Какая еще такая картонка, которая... Может быть, это, не знаю, техническая карта, не обязательно какая-то прям вот супер Мгм. колодообразующая, Блин, которая... кстати, мне нравится Cannonball. Прям вообще. Серьезно? Я его играл, кстати, мой Танос. Тоже топ-1 Танос, он был с Cannonball. И в В чем прошлом там сезоне. фишка? Я не знаю, мне просто показалось, Cannonball вообще помойка какая-то. Там была фишка в том, чтобы, как правило, лочить локации этим профессором Мгм. на 4 ходу в лучшем случае, бывало на 5, типа. И главное тебе выиграть одну локацию, а там уже канонболом на удачу. Либо ты выкидываешь карту, которая тебе не угодна из одной локации, либо Мгм. убиваешь в другой и выигрываешь Ну, ты линию, его, я так типа. понял, убрал в итоге, ты он не понравился или что? Или А поигрываешь с здесь ним? он лишний, просто М. лишний. Просто мне здесь, например, с той же Хеллой лучше же кинуть Таноса, там, не знаю, камень какой-нибудь, да, выкинуть, чем Cannonball, который рандомно берет, возьмет, перекинет в другую локацию сильную карту, типа, и я опси проиграл, блин, 50/50, типа. Мгм. Ну, то есть все время отыгрывается от удачи. Типа, Cannonball, он должен играть в такой колоде, где ты можешь его контролировать. Но это, на самом деле, 5-8 Шанчи, короче. Мгм. Даже чуть сильнее. Универсальнее, можно сказать. Мне нравится. Прям я его Ну, сразу брал. я тебя понял. Слушай, ну, такой вот вопрос еще есть от Мгм. подписчиков. По поводу будущего игры, да? Ну, Мгм. естественно, ты как бы думал, чего не хватает в игре, да, чего, может быть, добавил, изменил. Вот, Мгм. ну, не знаю, там пару, может, каких-то вещей, которые тебе кажутся, ну, нужно было бы добавить или было бы круто, если бы появилось. Блин, у меня, кстати, были по поводу этого идеи. Только я сейчас уже немножко запамятовал их. Вот некоторые вещи, то, что вот они наконец-то добавили, то, что ты можешь посмотреть внутри игры, то, что ты сбросил, Мгм. и то, что и уничтоженные карты. Мне не нравится, что нет счетчика, который не считает, например, Дэдпула. То, М. что ты не можешь его посмотреть, ну, его не показывают в убитых. Но как я должен посчитать, сколько смерть, блин? Я, то есть, должен все время сидеть и считать, сколько карт он убил. Ага, так, он на 1 ходу убил Дэдпула. Так, на 2 ходу убил Дэдпула, на 3. То есть, почему не показывает счетчик вот именно прям количество именно убийств? Вот, то есть, Мгм. 9. Да, получилось. А вот, то есть, он вернулся в руку. То же самое, как с этим, с Апокалипсисом в том же самом Дискарде. То есть, еще с этой дебильной промоткой, которая работает не когда надо. Тебе там показывают 5 карт, которых он сбросил, а потом промотал, и он не показывает, что он Апокалипсиса сбросил. Откуда я знаю, Апокалипсис 20 статов, 30 статов там. Ну, вот это мне тоже очень не нравится. То есть я даже не знаю, сбросил он Апокалипсиса или нет. Ну, типа, ты должен
примерно там по количеству карт прикинуть. Вот это мне не нравится. Мне кажется, тоже это можно было бы реализовать как-то в игре, чтобы это было видно. Все видно. То есть в вот том же, в Хейсе же, да, по-моему, там есть история плеев, да? Да, есть история. Вот. Можно Вот, посмотреть. возможно, можно что-то такое реализовать. По-моему, это было бы Ну, прикольно. по-моему, прикольно. Мне тоже кажется, это Да. важно. Сам я сколько раз проигрывал, по-моему, когда просто я неправильно рассчитал количество того же Апока, да, Да. который А непонятным вот модеком сбросился, или там под Вонгом там что-нибудь его сбрасывал он. потому что вот, например, когда на карте там показано даже там +3, +2, там, да, то, что ей кто-то Мгм. там добавил. Но ты даже не можешь посмотреть, кто это добавил, откуда взялись эти статы там, да, +2, +3 там. Ну, там, по-моему, не пишет даже источник этого плюса статов, вот в таком плане. Там, Мгм. например, Ironheart бафает, там же не написано, что это Ironheart дал 2 стата, а просто +2 там, А по-моему, вот в пишется. будущее вообще клановых войн, ты как-то веришь? Вот они же есть дорожные карты, Не. типа они должны вести. Ты сам вот в клане достаточно много. Я вот полистал просто, когда посмотрел, вот это, как он, Мгм. FAQ или K, да, Мгм. ваш FPK, да. клан. Да, я полистал, смотрю, там даже в топ-100, ну, игрока 3-4 точно, по-моему, ваших есть. Андривар есть, там Да. есть Лост, Айлостон, и, да, и еще и кто-то. Якубыч есть, 130 где-то позиции он сидит. Не знаю сейчас точно. Ну, вообще, вы как-то обсуждали, я не знаю, между собой вот эта идея кланваров, вообще, как они будут, или это так будет? Ну, просто приделка какая-то к игре, которая, по сути, каждый Ну, будет да. сам за себя играть там и все, набирать какие-то очки там, фармить. Ну, я больше какой-то соло-игрок, поэтому мне как-то тяжелее, если честно. Я немножко не представляю, мне просто как-то, как получается, это такой, типа, кружок по интересам больше. Мгм. Типа, в постоянном контакте с пацанами, типа, обсуждаете, что-то прикольно там, обмениваетесь какой-то Мгм. информацией там по игре, что-то обсуждаете, типа, как именно там брат за брата за основу взято, такое мне не нравится. Но в карточной игре я из-за этого ушел из той же Лиги Легенд, там, Доты, там, всего подряд, потому что играть, типа, на команду, ну, в принципе, такого и не реализуешь, наверное, в карточках, чтобы ты все время от кого-то зависел. Хотя вот недавно мы же турнир играли, был такой Johnson's Cup, и там играли, типа, вот как команда на команду, типа 3 на 3 игрока. И Мгм. там, типа, условно было, вот играют два соперника, да, потом одного выбили, типа, играет следующий из команды, типа, он выбил, там, двое остается, и вот так, короче, пока все друг друга не выбьют, типа. Ну, вот в таком формате еще может быть. Ну, только турниры, наверное. Я бы так просто ради фана не играл, наверное, в такое. Мгм. Именно преследую какую-то цель, короче. Деньги там. Но просто, наверное, они как-то реализуют, да, скорее всего, просто будут какие-то достижения. Вот там Ну, я клан просто там играл пока... 10 игр, да, и там получили по 50 бустеров, типа такое. Ну, посмотрим. Просто там, по большому счету, два варианта, мне кажется. Либо это на базе какого-то конквеста делать его кланвара, да, Мгм. либо просто это будет ладдер, чуваки будут Мгм. набирать, не знаю, там кубы, и суммарное количество кубов, предположим, как-то влияет на Мгм. общий рейтинг клана. Ну, поглядим, это все такие гадалки, естественно, мы ничего Я не бы еще можем определить. типа, вот режима типа арены что-нибудь добавил, кстати, в Marvel Snap. Ну, я просто не факт, что я бы, конечно, в него играл, но пацаны ждут, я знаю, Ну, то что есть ты ждут. имеешь в виду типа драфта, да, когда ты будешь... Да, вот драфт прикольная тема, да. Это, М, Да, по-моему, это интересно, должно интересно. быть. Это должно быть. Интересная штука. Слушай, ну как раз ты уже говорил по поводу, правда, не карточных, а Лига Легенд, там называл игры, да, Мгм. которые играл. А вот в ККИ, ну ты уже, кстати, сказал, Гвинт играл, да? Мгм. Ну, наверное, в Хардстоун, наверное, все играли, Хардстоун. С играли. самого релиза я играл, да, в него. Долго играл в Хардстоун вообще? Очень долго. Я вообще в Хардстоун странно зашел, типа. Я еще в школе тогда учился, помню. И Мгм, короче, я хотел поиграть в Диабло. В мгм, Diablo 3, кстати. Что помню, в Diablo 2 мне так нравилось, типа, и вышел Diablo 3, я такой, блин, хочу поиграть, все, куплю лицуху, типа. Пошел, закинул деньги там еще на вебмане, наверное, тогда, я мгм. даже не помню. Короче, купил себе этот Diablo 3, и мне на почту электронную, типа, приходит, вот, типа, там, приглашаем вас поиграть, типа, в Hearthstone, типа, вот вы становитесь этим.
Ну, типа мне такой промокод дали, типа чтобы войти в игру. Но она, по-моему, еще на тот момент была недоступна Мгм. в полном доступе, то есть она была еще немножко ограничена. В бете, наверное, еще какой-то была. И я такой, нифига себе игруха, короче. Я там за Diablo 3 за день прошел, наверное, там за пару Мгм. часов. И все. Мне типа там неинтересно, как они там играют до бесконечности. И я залетел в Хардстоун, и все, я пропал, короче. Я и легенду там брал, да, часто даже. Ну, Ну, ты наверное, не не так туда, не часто, туда как забирался куда-нибудь, прям, не знаю, там, в топы легенды? По сути, в Marvel топ Snap, ну, типа, 1002 сотый ранг это как бы тысячи. аналог легенды, ты тоже, он несгораемый, там, типа, да, Да. а дальше ты уже пробираешься там выше уже, в легенде место занимаешь. Я был где-то топ-1000, наверное, топ-2, что-то такое. Мгм. Больше, наверное, я больше, честно говоря, не помню. Я мог быть где-то и там и топ-600, может быть. Мгм. Но я, короче, как это сказать? Вот почему я потом с Хардстоуна, ну просто Хардстоун я ушел, потому что его убили, в принципе. Стало Мгм. неинтересно. Когда там пошел этот Wild, вот это все. Вот, в принципе, движуха, наверное, когда начался Wild, когда карт стало слишком много в игре, и мета, в принципе, там вообще не менялась, там ее никто ничего не делал, все горели просто. Вот от чего я кайфую в снапе, что хотя бы часто патчи делают, Мгм. относительно часто. И там, вот они что-то там имбалансно, хренак убили там, да, или Мгм. поменяли. Вот это мне нравится. Типа Blizzard там могло полгода не менять этого Лерой Дженкинса, блин, и там эти Молтоны, которые по ноль выходили постоянно там, ну, Ну, там, на самом короче, деле, насколько я помню, есть еще классический режим, где можно вообще с да, да, новыми да, картонками да, полетать. И но там даже это все равно уже не отдельный то, даже ладдер есть вот для классик режима. да. Но я на самом деле просто тоже, так как много играл, ну, лет 7 точно, Hearthstone, я могу сказать, я не то, что игра мне не нравилась, я просто, мне кажется, уже устал от всего. Мгм. Уже какое-то дежавю от всего происходящего. И Ну, я иногда как-то... стримы просто смотрю, да, и я вот иногда видел, что они сейчас там делают, там просто матч, наверное, идет. Он, в принципе, и раньше долго были, но раньше какое-то вот это все value, оно было какое-то ограниченное. Мгм. Ты, блин, мог играть на фатиге вот этом, да, там, на контроль варе, Контроль там, Варя, например, ты да, там. мочишься там, да. А теперь там вообще никакого, там бесконечно. Ты просто карту кидаешь и получаешь еще 10 карт. Из нее еще 10 карт. Потом замешал это в колоду, еще 30 карт достал. 30 карт замешал. Короче, вообще какая-то хрень полная. Marvel Snap меня цепляет быстрыми играми. Просто Мгм. сумасшедший темп. Можешь за 10 минут сыграть 15 игр, причем в любом месте. Это не Hearthstone. Это вот почему я полюбил жутко Snap, потому что эта игра очень быстрая. Эти Абсолютно матчи согласен. просто тык-тык-тык-тык-тык тыкаешь и все. 12 карт, выкинул, до свидания. Проиграл, ретвитнул, супер. Я на самом Вот. деле, даже так скажу, я вот, ну, слежу за ККИ, и, Мгм. и все время уже сравниваешь с Marvel Snap, и вот все, мне кажется, ну, супер долгими. Я не понимаю, Да, если картка 20 минут идет или полчаса, я уже не понимаю, как это играть в такое. Я не знаю, Marvel Snap плохо вот в этом плане повлиял на меня. Мне хочется уже быстро вот этот драйвовых да, каких-то да, каток, да. которые сейчас в Snap есть. А Окей, ты пробовал этот что? артефакт? Артефакт, Артефакт, да, конечно, его пробовал. назвали? Я мало того, что пробовал, я написал очень большую Мгм. статью. Я Мгм. сейчас не помню для какого сайта, буквально через 2 недели. Еще он был на Мгм. волне хайпа, но я тогда разнес его в пух и прах, сказал, что это помойка, и играть Мгм. в катке по 40 минут никто не будет. Я сыграл одну игру ровно. Я купил, сыграл одну игру, она длилась полчаса где-то. И я сразу запросил возврат денег. Я не открыл эти бустеры, Ну тебе ничего. И повезло. Не, и я меня вот все когда... вернули. Я ничего не делал. Я думаю, ну и нафиг, это такой шлак. Это Просто я не готов сидеть. Я 3 поля, это, блин, боже, как будто бы катку в доту сыграл ради непонятно чего. Он был ужасен сразу, понятное дело, потому что он не смотрибелен. То есть ты должен Да, не смотреть на выгодно экран и абсолютно. видеть происходящее на поле. А когда тебе надо еще двигать там 10 экранов туда-сюда, и у тебя там везде что-то происходит, ну, Да, это смотрибельность нулевая была. Ну, это мертворожденный продукт, я считаю, был сразу да. понятно. Вот. А из новых, не знаю, я смотрел вот тоже по комиксам, которые выходил, Duel Force, Мгм. по... Не знаю, ты пробовал, не пробовал ее? Не, даже не пробовал. Мне не понравилось визуально из того, что кидали. Я даже не видел, вот, как она в итоге выглядит. Но
Сам визуал мне вообще не нравился. То есть меня игра вообще не цепляет. И я Мгм. такой, флаг. Слушай, ну, тогда уже у нас там пару вопросов осталось только задать. У Мгм. нас же так затянулся. Я думал, мы полчаса с тобой поговорим, в итоге уже почти час мы с тобой записываем Да, интервью. Да, ничего себе. 54 минуты, вот я вижу, у нас уже запись идет. Обалдеть. А я думал 5 минут всего. Не, ну мы реально быстро у нас все это, и много вопросов мы с тобой разобрали. Смотри, Мгм. я уже, в принципе, говорил по поводу техничек, когда мы говорили про любимые карты, да? Мгм. А, вот на твой взгляд, да, ну, может, по какому-то принципу, не знаю, ты выбираешь эти Мгм. технички. Может быть, какие-то считаешь, что сами по себе они универсальные, классные. Ну, вот я говорю, понятное дело, Мобиус, Кайера, Космо, Мгм. да, не знаю, какие-то другие технички. Вот какие-то вот, ну, ты вот сам больше тебе нравится, считаешь, что они, ну, во многие колоды заходят там, да? Да я считаю, что карт универсальных, наверное, нет. Мгм. Типа, нужно всегда уметь адаптироваться под мету. В моем случае так особенно. То есть я залетаю в сезон и смотрю. Вот люди играют на том и том. Мне надо. Я встречаю много Локи. Опс, я кладу в колоду этого Мобиуса, да. Мгм. Там, ну, Космо вообще, я даже не помню, если честно, когда последний раз играл Космо, так как все карты. Шанчи — это прям универсальная карта, вот, наверное, а ее прям такая везде, где хочешь. Мгм. Он, может, не всегда реализуется по факту, но Шанчи — это тоже какая-то А карта если против неубиваемая. дестроя, Его столько армор не берешь, если часто дестрой не, попадается? не, я уже научен горьким опытом, это не помогает. Как только ты берешь в колоду броню, Мгм. ты больше не встретишь ни одного дестроя. Записывай, я тебе говорю. Ага. Я играл на Локи. Я играл на Локи. Каждую игру мне сыпало дестроя. Мгм. Игр, наверное, 10 я сыграл, у меня не выдержали нервы, я меняю колоду, сыграл 10 игр, ни одного дестроя. М. Я только меняю опять колоду, мне опять сыпет дестроя. Тогда я собрал Таноса, Ongoing, с Мгм. броней, с Космо, со всем шлаком, который только мог быть. Там еще профессор даже, наверное, был. Тоже дестрой пропали. Из 30 игр, наверное, встретил 2 дестроя. Все. Ты только меняешь колоду, только выкидываешь броню, сыпет. Ну, то есть, Мгм. походу, существует какая-то подкрутка, хотя я все время ее отрицал. Нет, Но... все-таки она есть, ты считаешь? Потому что я думаю, что Ну, нет, но некоторые сомневаются. Говорят, чтобы не, это про... я тоже думаю, что ее нет, но это просто то ли тотальное невезение какое-то, то ли что. Но, как правило, если ты против дестроя, ты никогда не найдешь броню, она всегда придет последней. Мгм. По-моему, так это и работает, это А, рандом. Слушай, ну, такой вопрос по поводу вообще последних изменений, не знаю, или там последнего патча. Вот как твое видение по поводу вот Алиота, вот это Сэндмана несчастного, измененного, М, да? Что Да, скажешь? Или я, наоборот, какие-то нововведения считаешь, что круто, что вот что-то там сделали, какие-то я штуки. считаю, что самый лучший патч был, да, это когда Адам Варлока 4 вы, наверное, сделали сначала, да? Мгм. Он был четвертый дроп, да? Это самый лучший патч. А еще лучший патч — это когда он стал 5-5. Вот этот прям лучший патч из всех патчей, которые только могли быть. Ну, это ты иронизируешь, я так понимаю. Да, мне кажется, что разработчики вообще не играют в эту игру. А, Какие тесты они делали, что Ну, они там анализировали, я не понимаю. Как карта 5-5 мгм. берет карту? Он даже если бы он 5-8 был, он бы не играл. Зачем тебе на шестой ход одна несчастная карта, даже если ты выиграл локацию? Ну это вообще бред. Просто трындец. Это патчи, иногда я просто поражаюсь, что они делают. Ну, А, последний патч — это еще что-то более-менее. Но Сэндмена мне не нравится, как поменяли вообще. По-моему, убили такой архетип. Типа, но он же не за 2 маны, он же не выходит на второй ход и не дает играть. Он, если в лучшем случае, играет на четвертый. Ну, считаю, что с четвертого хода это вполне достаточно. Если он даже сыграет, это нормально. То, что Я, его сейчас сделали такой больше вот технической, скорее для пятого хода его сделали, чтобы на шестой он типа 100% сыграл одну карту в ну, на оппонент. самом, вот абсолютно точно ты сказал, техничкой сделали под один ход, потому что раньше все-таки можно было сказать, что был типа архетип, ты мог сыграть условно Мгм. через Электр, там, Сэндманом, там, да, например, или Да, через да. Вейв мог сыграть, все там так или Или иначе. через Корвуса. Корвус, да, тоже. Ну, то есть три вот эти рамп-карты, они могли его ранее Да, выставить его. Сейчас, конечно, вот этого архетипа нет, чтобы там Дума, Одина там сверху херачить под да. него.
И это мне обидно, потому что, ну, в игре не сказать, что так много супер Да, он не доминировал, архетипов. он совсем не доминировал. Да. Это бред какой-то, если честно. Мгм. Вот. Да. Еще один вопрос тебе, Максим. Планируешь ли вообще... Вот я знаю, у тебя есть Твиттер, и у него там 700 с лишним подписчиков, я выведу на экран. Мгм. Обязательно подпишитесь на его Твиттер, потому что он тоже выкладывает всякую инфу. Помимо Твиттера, может, у тебя какие-то тоже есть планы? Что-то еще хочешь развивать или пока еще не определился с этим? Я давно уже думаю об этом, типа, но просто сейчас я вот понял, что как бы когда берешь топ-1, типа, оказывается, это людям, типа, интересно. Вот Мгм. один раз, второй, и тут столько подписоты набралось в Твиттере просто спонтанно, то есть все там эти, типа, поддерживают, вот это прикольно. То есть в Мгм. таком смысле, наверное, сейчас есть смысл что-то делать. Мне не нравится, например, не хотелось, например, быть стримером, там, 40к этот, топ, и, типа, сидеть там, кидать какие-то рандомные карты, типа. Ну, мне такое просто неинтересно смотреть, я не знаю. Кажется, хочется какой-то, типа, уровень, что ли. Мгм. Делать что-то, возможно, я бы хотел, наверное, начать все-таки стримить, но я боюсь выгореть. Вот что я боюсь. Мгм. Иногда просто игра надоедает люто, и вот, типа, ты условно, я лежу на кровати и такой чик-чик-чик, потыкал карточки, да, там Мгм. полчаса там, надоело, и отложил телефон, да, и все, до завтра, не буду больше играть, да. Ну, а стримерство это же все равно ты типа начал играть, и ты типа как бы там сидишь пару часов по-нормальному стримишь, Ну, вот это я с тобой играешь. согласен. Поэтому я, например, не стримлю, потому что это все-таки, я считаю, это некая работа. Вот когда ты Мгм. садишься, ты должен там, не знаю, поставить камеру, свет, ты должен как-то Да, коммуницировать, что тебя тоже будет немного отвлекать там от геймплея, если ты общаешься. да. Но, тем не менее, я лишь, конечно, хотел, чтобы ты какой-то такой контент делал, я бы с удовольствием смотрел, М, потому что, ну, я думаю, у тебя все получилось бы. м. Тем более топовые Ну да, игроки всегда людям нравится, им хочется узнавать советы, спрашивать да. там, все Ну, такое. просто вот, например, если вот типа в таком русле, как вот Tryhard, типа топ-1 там, да, вот так играть, то, возможно, там просто времени на чат, наверное, там не остается. Типа, ты не можешь все время там отвлекаться, сидеть. Мгм. Типа все равно ты там же просчитываешь ходы, да. Ну, а там топ-40к, там кидать картонки, там можно все время в чат только смотреть, там отвечать. Ну, вот в таком смысле, да, это наверное, больше шоу. А формат, наверное, если бы я начал стримить, то, наверное, это было бы все равно больше какой-то такой tryhard. Потому что я не люблю проигрывать, прям мне очень не Ну, а нравится. вообще ты Я кого-то люблю смотришь, не рисковать. знаю, может, каких-то стримеров ты Да, смотришь, обзорщиков каких-нибудь, ну, там, Пайрозу смотрю я часто, кстати. Спайрозу? Ага. Да, да. Ну, он, кстати, тоже, по-моему, всегда в топе находится, там, ладдера Спайроза. Ну да. Ну, он иногда, конечно, такие плей делает, что я бы, конечно, просто глаза хочется закрыть, этого не видеть. Мгм. Но в целом, типа, ну, играет хорошо, да. Вот, Мгм. вот он мне нравится. Дэра, чисто ради фана, Мгм. посмотреть, там, по приколу он там играет иногда. Сейчас топ-400. Мгм. Хотя Ну, прошлый сезон начал с топ-1, наверное. Ну, это как, когда, потому что там калибровало как-то по поломанному. В этом месяце они уже что-то там починили немножко. Ведь в лидерборд иногда, да, вот я уже 9800, мгм. например, и туда в 9600 залетает новичок, который первый раз вообще взял Infinity, условно. И вот он стартует, например, топ-4. Такие, Мгм. ё-моё, блин, ну как это работает система, блин? Почему я стартовал с нуля, фактически, да, и шел, а он сразу, и там, причем у них эти же очков в 2 раза больше дается из-за того, что он новичок. То есть не вместо 30 поинтов, например, да, там Ага. 23, он получает 50. Ну, типа, такая система. Там был вот, кстати, прецедент такой. Там был чувак, у него ник, ой, блин, не могу вспомнить уже даже, наверное. Кстати, он играл на Европе. Я его не мог не долго встретить. Пацаны, типа, говорили, он новичок, типа. Он залетел в топ-1 там Мгм. за пару часов каких-то. Ну, потом его выкинули, короче, Сдвинули. потому что он, в Мгм. принципе, играть не умел. Он там скакал вот так на качелях этих. И потом улетел вообще в топ. Я его недавно видел, там топ-500, наверное, он был Мгм. в этом сезоне. Ну, такая, то есть система немножко лидерборда была вообще раньше чуть больше даже поломана. И это очень не нравится, типа, как-то
Вроде ты, типа, идешь к топ-1, а, типа, нужен ли он вообще, типа, этот топ-1? Мгм. Типа, если там такая вся система поломанная, ты не понимаешь, как считает этот ПТС, как тебя калибрует. Если я, блин, один сезон я закончил топ-6, и начал я топ-50 следующий месяц, или топ-60, наверное, вот тогда я вообще охренел. Что за система? Ну, Пацаны, которые у были... тебя сколько снимает вот примерно ПТС, вот когда ты... Да хрена у меня, Сколько, да? 1700 у меня сбрасывает. Ну Я слушай, это закончил очень много. 10, ну вот в этом месяце я закончил 10 370. Меня уже сбросило нормально, кстати. Меня сбросило на 8900. Мгм. Это сколько получается? 1400, да? Ну, это прям очень много что-то. Но 1400. это нормально. Это нормально. Мне сбрасывало 1700. Мгм. Но это, понимаешь, в этом месяце у всех сбросило так хорошо относительно меня, потому что я начал топ-1 сезона. То есть я закончил топ-1 сезона, и фактически я начал топ-1 сезона. Я начал 8900, это был топ-1. Вот. Когда я откалибровался. Вот в этом плане мне нравится. Потому что раньше я заканчивал топ-6, тот, кто был топ-5, у нас был разрыв 10 ПТС. Он начал в топ-3, а я начал в топ-60. Ну, как такое может быть? Как эта система работает вообще? По калибровке, типа, ну, типа, это как-то было раньше ненормально. Вот в этом месяце мне уже нравится, как эта система работает. Ближе и ближе к этому. У тебя сейчас Я как? уже даже забыл, о чем был У вас разговор. сейчас как гонка продолжается, я так понимаю, с кто там у вас там? Там этот Ювуди, Вуди. Таньо, вот этот, да? А он, это просто, он же, да, они оба, кстати, на Америке играют, вот поэтому, а я с ними не могу играть. Я Ага. играю на Европе. И вот это мне тоже не нравится. Типа, что они, почему, неужели это так сложно совместить сервера? Вот чтобы игроки попадались одни, чтобы это был общий сервер один какой-то. Почему это разделение? М. Ну, так, видимо, там механика это устроена игры. В Ну, целом, я даже не знаю. там что-то вроде Какие-то читал, что это ограничения есть или что-то. как-то хотят они это что-то сделать глобально, вот этот матчмейкинг, чтобы он так не Да. искал. Но это такая только в проекте. Но я читал что-то там про вот этот Amazon, что-то, что они на каких-то там серверах Амазона с помощью какой-то этой, Мгм. на какой-то этой системе они там сидят, вот подбора игроков, это, по-моему, от Amazon, и вот она вот делит этих игроков по серверам. Ну, вот это мне не нравится. Как можно судить уровень игрока с Америки и уровень игрока из Европы? Я считаю, что на Америке там можно с закрытыми глазами. Все-таки в Европе посильнее Точнее, игроки, ладно, считаешь? да, я считаю, что так идет. Европа, потом Америка, а потом Азия. На Азии там вообще, и вот там, наверное, можно даже в игру просто пальцем одним нажимать, начать игру, и там просто видел, каких ребята колодах там играют. Ну и там разрыв между первым игроком на их сервере и вторым, там разрыв, может, 600 ПТСов, наверное. Ну, то есть там как-то, там вообще, по-моему, не играют в игру. Мгм. То есть там вообще, на Азии вообще уровня нет никакого. Вот. Что Максим, Америка куда, в принципе, ну, пошла? спасибо, что ответил на такое количество вопросов. У нас очень большое получилось интервью. Я мало того, что не ожидал, что, во-первых, так у нас долго будет, ну и, во-вторых, прям Мгм. удивлен тем, как у нас с тобой все это вот на таком лайте все прошло общение. Все-таки ты Лайтман. известный игрок, да, но, тем не менее, нет никакого в тебе вот там ЧСВ, там, да, или вот Мгм. короны, что я там топ, все склонитесь там передо мной. Я обычный деревенский парень. Я от себя, конечно, желаю тебе, чтобы и следующий сезон сейчас побольше кубов, да, поменьше лустриков, чтобы все получалось, там, что Спасибо. задумал, да. Ну и на самом деле здесь даже не только в этом, а в том, чтобы игра приносила кайф и не Мгм. превращалась в какую-то рутину, когда уже просто ты заходишь, потому что надо, а не потому что прям охота там поиграть, вот что-то Мгм. поснапать. Ну да. Вот. Если какие-то у тебя там появятся идеи своих там дополнительных социальных сетей, которые ты хочешь вести, пиши, Мгм. обязательно у себя тоже выложу. Вот. И большое спасибо, что согласился поучаствовать в этом интервью. Я думаю, очень многим будет интересно посмотреть на тебя и послушать, как вот ты грамотно, достаточно интересно рассказывал о снапе. Спасибо тебе Спасибо большое. большое. Мне тоже было очень приятно, что Все, ты меня ребят, позвал.
взаимно. Слушай, ну и, ребят, если вдруг какие-то вопросы у вас остались, ну, можете написать, и я потом их переадресую Максиму, если он захочет, Мгм. конечно, нам дополнительно вдруг ответить на них. Вот, всем спасибо и всем пока-пока.